Всем привет! Сегодня я хочу поделиться своей историей. Нет, это не будет захватывающим рассказом или блокбастером. И нет, я не видела ангелов. Мы, к сожалению, живем в такое время и становимся поколением вау, когда принято всех впечатлять. Но сегодня речь пойдет не об этом, а о том, как я сдала выпускные экзамены. Пару месяцев назад я выпустилась из колледжа. Это стало довольно трудным испытанием в моей жизни. Я, конечно, понимаю, что это далеко не последнее испытание, но тогда я столкнулась с серьезной проблемой. Вообще, с учебой у меня были очень интересные отношения, но мою любовь к ней, она никогда не отвечала взаимностью. По крайней мере, пока. Учеба всегда давалась мне тяжело. Я очень усердно готовилась, делала все, что могла, и в какой-то момент поняла, что не справляюсь в этой гонке. Моей ошибкой было то, что я слишком надеялась на свои силы. Я пыталась ухватиться за результат, за будущее, но я упускала очень важный элемент в этой цепи. Это как действие искры при запуске двигателя. Без нее машина не двинется с места. Я достаточно долго находилась в потоке рутины. Я чувствовала себя ужасно, как внутренне, так и физически. И переломным моментом во всей этой моей экзаменационной гонке стало однажды пришедшее чувство. Завтра я уже не проснусь. Я на самом деле была сильно измотана. Вдруг я отчетливо осознала реальность и такого поворота в жизни. А ведь я и правда могу не проснуться завтра. Мысли проходили одна за другой, а что я сделала за свою жизнь? Я поняла, что по большому счету ничего особенного. А что бы я хотела вообще сделать в жизни? Я поняла вдруг, что хочу делать то, что хочет Господь. Хочу быть участником того, что делает Он. Хочу жить для Его славы, делиться с людьми Божьей любовью, Божьим Словом, пусть даже и так через камеру. Я понимаю, что это, может быть, выглядит высокопарно, но о Боге рассказать по-другому невозможно. Сделать стоящее в жизни можно только будучи частью Его плана. Уверена, что я не одна в своих переживаниях. Однажды к Иисусу подошли люди и спросили, что нам делать, чтобы творить дела Божьи? И Иисус сказал им в ответ, вот дело Божие, чтобы вы веровали в того, кого Он послал. Важно верить в то, что Иисус всегда рядом и Он всегда готов нам помочь в любых наших житейских проблемах. Конечно, вся наша земная жизнь и все, что она включает, учеба, работа, семья, друзья, увлечения, победы, поражения, это все очень важно. Но без искры автомобиль не двинется с места. Все это не будет иметь никакого смысла без прямого участия Бога. Возвращаясь к моим экзаменам, я пришла к выводу, что мне нужно остановить свою подготовку и пересмотреть приоритеты. Я поняла, что очень важно уметь останавливаться в жизни и сверять курс нашего следования. Научиться слышать и понимать, что хочет Бог от меня в данный конкретный момент, в конкретной ситуации. Для этого Господь использует наши повседневные дела. Хорошо, что Бог через такие мелочи не устает учить нас такой важной истине надеяться на Господа. Правда, для этого надо признать себя нуждающимся в Нем, неспособным сделать что-то самому. Но гордому по природе человеку это сделать очень непросто. А экзамены я все-таки сдала. И это была не только моя победа. Главное во всей этой моей истории было не то, что я смогла, и Господь помог мне. Ценны те уроки, которым Господь учил меня на протяжении всего этого времени. А впереди еще много таких вещей, которым Бог хочет научить нас. Надо только уметь слышать. Ну и на прощание я хочу оставить стих из Библии, Притчи 22:19. «Чтобы упование твое было на Господа, я учу тебя и сегодня,
и ты помни.